Саммит Россия-Африка, который проходит сейчас в Санкт-Петербурге. Там участвуют 49 из 54 государств континента. 17 государств представлены своими первыми лицами, подвели итоги 2022 года, в частности, товарооборот между Россией и Африкой, который составил 18 миллиардов долларов. При этом Россия безвозмездно поставит африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив бесплатную доставку, и закроет вопрос лишения поставки зерна голодающим странам. Как вы оцениваете итоги саммита и как сближение России и Африки отразится на геополитической ситуации в мире? Я его чуть не пропустил, но обратился к нему тогда, когда прочел в наших правдах украинских и в РБК Украина статью о том, что полная фиаско дипломатическая у русских, им никто не приехал и прочее там, в общем. Все, я думаю, теперь точно надо узнать, о чем идет речь, потому что что-то не так. Раз со всех сторон пишут, что там все плохо. И помните, фильм был «Служебный роман», когда «Как вам эти сапожки?» А это Мымра говорит: по-моему, чересчур вызывающая секретарша, тогда надо брать. Вот я по этому же принципу начал вникать в ситуацию. Вот вы сейчас привели цифры. Это насчет полного дипломатического фиаско. В Африке 53 или 54 страны. Приехала делегация из 49 стран. Это фиаско. Из тех, кто приехал, каждый третий президент или премьер-министр. Это фиаско. Но я бы не стал так говорить. Зачем врать так откровенно? Нет, это не фиаско. Россия давно окучивает Африку, и в этом слове нет ни хорошего, ни плохого, это смысловое слово. Еще Советский Союз всегда был другом Африки, африканских стран, помогал максимально, дарил все бесплатно. Я не знаю, впрок или не впрок, наверное, уже не впрок. Чем интересен континент? Почему, я так полагаю, Россия так много внимания уделила? Там же Путин выступает несколько дней подряд, эти президенты выступают. Там кроме президентов приехал еще глава Африканского Союза, глава Африканского их межправительственного банка. Какой-то еще там дядька, который рулит добычей полезных ископаемых на всем континенте или надзирает. То есть солидные приехали африканцы. Президент Египта. Кому-то надо объяснять, что такое Египет в Африке. Но это очень много, это очень-очень много. И африканский континент – это кладезь редкоземельных металлов, драгоценных камней, различных полезных ископаемых, очень дорогих. Там на самом деле работы непочатый край, это раз. А, как известно, планета истощается, а этот континент не истощается пока. Два – это огромный рынок сбыта. На сегодня в Африке живет 1,5 миллиарда человек. Это, считайте, третий Китай. То есть Китай 1,5, Индия 1,5, я условно, с какими-то погрешностями. Африка вся 1,5 миллиарда человек. Причем демографическое развитие в Африке превышает все перечисленные мной регионы. О Европе, об Америке или о России нет смысла говорить. То есть у них с рождаемостью все хорошо, у них со смертностью все плохо, но с рождаемостью все хорошо. То есть прирост населения, а раз так рынки сбыта, а раз так, в конце концов, мировое влияние, 1,5 миллиарда человек. Это много. И 50 стран, которые имеют право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, это тоже очень много. Туда всего входят 193 или 194 страны в ООН. Африканские страны туда входят. И, по-моему, на саммите, кстати, ставили вопрос сейчас о том, чтобы реформировать ООН и в Совет Безопасности допустить представителей африканского континента. Поэтому интерес России здесь понятен. Это и рынок сбыта, это и, в конце концов, геополитика, это и добыча полезных ископаемых, все возможные обмены. Еще со времен Союза в Москве и в советских университетах училось. Сотнями тысяч, наверное, исчислялись африканские студенты. Очень много было подготовлено туда специалистов. Ливия пока еще была здорова и пока еще ее не разрушила американская демократия. Ливия получила огромное количество медиков, выученных в советских вузах, учителей, ученых. Поэтому интерес России к Африке традиционен, в нормальном смысле меркантилен, геополитичен, и они свое делают. И я бы не стал говорить, что здесь какие-то провалы. Я, правда, потом читал, что они там долги попрощали африканским государствам на сумму 29, кажется. Да. Не кисло так, 29 миллиардов долларов. Но, опять же, тут вопрос, для того, чтобы понимать, о чем идет речь, нужно понимать, о каких долгах идет речь. Россия стала правопреемником Советского Союза. И мир это подтвердил. А раз так, ей достались и долги в том числе. Вполне возможно, что речь идет вообще о старых долгах.
либо речь идет о каких-то процентных ставках, накрученных на те или иные долги. Тут либо о штрафных санкциях, которые тикали, и сама штрафная санкция стала больше, чем тело кредита, так сказать. Я этого не знаю. Но в целом, конечно, африканцам в этом смысле хорошо. Взяли, им списали столько денег. Наверное, Россия может себе это позволить, не знаю. Что касается зерна, тут же понимаете как, весь западный мир и мы убеждали весь остальной мир в том, что зерновая сделка – это хорошая вещь, направленная на то, чтобы накормить Африку и другие голодающие страны. А по итогу оказалось, что только вывезли из Украины в рамках зерновой сделки 30 чем-то миллионов тонн зерновых, а только 3% из них попали в эти самые бедные африканские голодающие страны. То есть из 30 миллион только попал. Миллион тонн и все. То есть врали. Кому нужна была зерновая сделка и так далее, мы с вами уже обсуждали. Смотрите предыдущие эфиры, пожалуйста, уважаемые зрители. И здесь, я так полагаю, из того, что я читал, Россия просто объясняет африканцам, что да мы заменим кого хотите. У нас урожаи большие, мы поставим сколько надо, а чтобы, как там, жестом доброй воли любят там некоторые вещи называть. Вот вам жест доброй воли, мы вам по 25-50 тысяч тонн подарим. Я не совсем понимаю, это каждой стране, что ли? То есть это будет тот же самый миллион тонн, который был поставлен, ну, если так считать, то выходит так. Ну и понятное дело, что африканский континент, который столетиями уничтожался белыми людьми, работорговля, кто не знает, страшные вещи в Конго, которая была колонией Бельгии. Можете показать потом фотографии деток с отрубленными руками, когда дети не успевали норму сдавать каучука, то по команде бельгийского короля им рубили руки, ноги. Не родителям или их детям в назидание родить. Это конец 19 века, просвещенная Европа. Сегодняшние вечные войны, достаточно одной Руанды, да, там Тутси, когда были геноцидные эти все ситуации. Африка на генетическом уровне не союзник Белого Запада. Я не говорю сейчас, что это хорошо или плохо, я просто констатирую факт. Понятное дело, что в геополитическом размене, в геополитическом раскладе противник Запада будет этим пользоваться. Вот он этим и пользуется. Это предсказуемо, и у него, по-моему, это получается. Во всяком случае, уже почти 1,5 года в войне, а к коалиции, которая поддерживает Украину, условно западной коалиции, больше никто не присоединился. Более того, недавняя позиция стран Латинской Америки точно является маркером того, что не так все в мире, как рассказывают наши СМИ или как рассказывают Нью-Йорк Таймс или CNN. Хотя нужно отдать должное тому же Рамафосе, да, это президент ЮАР, который настоятельно несколько раз говорил о том, что нужно заканчивать с конфликта на нашей земле и садиться за стол переговоров. Я почему так говорю? Потому что это моя позиция такая же. Нужно заканчивать обстреливать и нужно начинать разговаривать. Договориться всегда можно. Худой мир лучше плохой войны. Война для страны – это погибель. Вот африканцы это понимают. Они много, их страны пролили крови, и им есть что знать, что вспоминать. И надеюсь, что они искренне в своем желании, чтобы Украина получила мир.